Right now it's all falling apart. Right now you don't know where to start. Right now the walls are caving in. Right now you don't know where to begin. Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Нас зовут Виталий и Лада, и сегодня мы в одном из самых красивых городов Германии, который называется Тюбинген. Мы уже вылечились, чувствуем себя хорошо. И поэтому мы решили приехать, и нам сегодня с погодой повезло, очень повезло. Сейчас целыми неделями в Германии стоит такая мрачная, такая туманная и сырая погода, а сегодня просто уникально вышло солнце и стало намного сразу теплее. А вообще мы хотим вам сегодня рассказать не столько про Тюбинген, мы его выбрали только для того, чтобы был такой красивый антураж. Сегодня мы по просьбам большинства наших зрителей расскажем о том, сколько мы заработали за второй месяц нашего предпринимательства на YouTube. Пойдемте прогуляемся по городу. Сначала все-таки пару слов нужно о нем сказать. Мы от вокзала отошли буквально метров 300-400. Подошли к реке. Река называется Некар. И сразу же попали в такой вот парк возле реки красивый. Спустились с этого моста, посмотрели вокруг. Зарядились хорошим настроением. И у меня возникла еще одна идея хорошая. Давай найдем кафешку. И для того, чтобы показывать нашу аналитику с YouTube, лучше сидеть где-то за столом, пить чай или кофе и показывать наши деньги. Да, это будет удобнее, я согласен. Смотрите, вот река Некар, вот домики стоят прямо у реки, видите, каменная стена такая. Плавают уточки здесь, и лебеди тоже есть. Сейчас их просто не видно, а вон там один плавает. В общем, находиться здесь самое удовольствие. Это студенческий город. Здесь есть один из самых древних университетов в Германии, находится, который был основан в 1477 году. Раньше там был монастырь. Ага. Вот интересное добавление. Вообще город древний, ему 1000 лет, и здесь он развивался и в Средневековье, и в эпоху Возрождения. И здесь жило и работало очень много известных людей, которые повлияли на историю человечества даже. То есть можно сказать, что это один из тех городов, которые нельзя обойти мимо, потому что и философы, и музыканты, и научные деятели, и поэты, и писатели, и всякие люди, которых даже вы все знаете, жили или работали, да, или родились. Ну, например, сразу назову вам два имени людей, которые вы точно знаете. Это писатель Герман Гессе, он здесь работал в магазинчике и писал свои произведения. И Альцгеймер, известный биолог Альцгеймер, который открыл эту болезнь, которую мы все знаем. Мы уже второй раз за наше пребывание в Германии приезжаем в Тюбинген. И вы знаете, сегодня гораздо больше людей мы здесь обнаружили почему-то. Видимо, мы приехали в рабочий день, и как раз люди, студенты, очень много молодых людей вместе с нами с вокзала вышли и пошли по улицам города, сели на транспорт, на автобусы и разъехались по сторонам. Мы с вами сейчас заходим в центральную старинную часть города и, как Лада сказала, поищем какое-нибудь место для того, чтобы рассказать вам не спеша и очень подробно о том, что мы зарабатываем на YouTube, сколько у нас получилось за октябрь месяц. За сентябрь мы уже вам показывали в одном из предыдущих видео. Теперь пришла пора показать за октябрь. Мы прям сразу же пришли к основной, самой центральной церкви в городе. А за ней там центральная площадь, Марктплац. Играет музыка. О, человек на ханге играет. Мой любимый инструмент. Идем послушаем.
теперь мы вышли на Марктплац. Это обозначает, что это рыночная площадь. И здесь, естественно, рынок. Продаются овощи, фрукты. В основном фрукты я вижу сейчас. А вон дальше и овощи есть тоже. Но мы в прошлый раз приходили, и здесь нам как бы портили вид вот эти вот грузовики, которые обычно вместе с палатками здесь стоят. Поэтому, они как бы закрывают достопримечательность историческую собой. А здесь вот такой старинный, древний, можно сказать, величественный храм каменный. Кстати, про великих людей я начал рассказывать. Вот здесь есть музей Германа Гессе, смотрите. Он находится в магазинчике. Здесь и раньше был книжный магазинчик всегда. Вот и Герман Гессе здесь подрабатывал, насколько я понимаю, работал продавцом книг и одновременно начал писать свои нетленные произведения. Я одно время увлекался Германом Гессе, честно говоря. Вот это его путешествие в страну Востока, это очень было интересно. Потом Сиддхартха, это вообще была классная книга, Это которую все читали, по-моему. все читали в наше время. Не знаю, была такая волна, Герман Гессе был популярен у нас где-то, я думаю, в начале 2000-х, в конце 90-х или в 90-е годы, я уже не помню. Так, ну что, кафешки, я смотрю, опять все на улице. То есть нам придется на улице, наверное, сидеть. Ты знаешь, сегодня не так-то и холодно. Пойдем сюда. В общем-то, можно и на улице посидеть. Я боялся, что мы опять замерзнем. Лада недавно только выздоровела. Когда мы были в Линдау, то туман и холод сковал нас. Просто я не одела теплый свитер. Сегодня я уже его одела, и я теперь не простужусь. Так, что тут? Виталик, тут есть места, но я не знаю, стоит. Тут как-то никого больше нет. Не Алло. очень уютно. Алло. Можно посидеть внутри, да? Möchten Sie Milch dazu zu Kaffee? Milch, Kaffee mit Milch. Mit Milch? Mit Milch. Kein Problem. Danke. Welche Obst? Die Quitte. Quitte. Warte mal, ich zeig's dir. Ich habe ja gezeigt, das ist wie Apfel. Ja, wie Apfel. Aha. Как яблоко. Ich weiß es nicht, wie das Russisch heißt oder... Aber nicht Apfel. Nicht Das ist nicht Apfel. kein Apfel. Sauer, ja? Das ist ein bisschen sauer. А, мгм. Gibt es das bei euch? Also ich komme aus Albanien, bei uns viel. Ein bisschen Zitrone, ja? Ja, die ist ein bisschen sauer. Sauer, ja, sauer und Zitrone, ne? Nein, kein Zitrone. Kein Nein, Zitrone. nein. Das Okay. ist so Apfel, aber... Gut. Kann man probieren? Danke schön. Друзья, нам в кафе не удалось показать вам творческую студию свою, потому что там не было интернета и там было очень шумно. На самом деле наша затея оказалась провальной, но посмотрите, мы всего лишь за 12 евро перекусили с Ладой. Чай стоил 3,80, черный чай, кофе стоило 3,20 и пирог, вот этот вот вкусный, сладкий, стоил 5 евро всего лишь. Да, дешевле мы еще не ели. 12 евро в сумме, и мы оставили 3 евро на чай, потому что хозяйка кафе, или кто она, я не знаю, албанка, она была очень приветливой. Она нам так понравилась вообще, такая прям, вообще албанцы очень приветливые всегда. Но она почему-то немножко взгрустнула, когда мы... Смутилась, да, когда Или мы оставили. смутилась. В общем, мы от такой украинской своей щедрости, как бы по традиции, вот так вот у нас принято, что если ты хорошо относишься, ты там, это от от порыва души мы просто как бы вот, что мы еще можем сделать? да. Мы можем только деньги дать.
Так, Но оно, возможно, может, мы чего-то не понимаем, подскажите нам, возможно, это вообще признак дурного тона, может, мы не понимаем местных обычаев. ну, может это быть. вообще Может, это нельзя так обижает делать, людей, когда да. мы много оставляем чаевых. Как в Германии принято, мы еще не поняли. Но мы, в принципе, давали чаевые и где в Линдау тоже оставляли. Ну, там поменьше, по-моему, 1 евро всего лишь было. И с удовольствием приняла официантка. И еще мы вышли на улицу, и тут же нас попросила одна женщина из Индии помочь ей с фотографиями, пофотографировать. Language and listening problem. Aber wir lernen. Gehen nach Deutschkurs, lernen ein Ohne bisschen. Kurs, ich spreche Deutsch. 10 Jahre hier. Ah, 10 Jahre? Wie viele? Aha. 10 Jahre. 10 Jahre in Deutschland wohnen. Deutsch ist ganz simpel. Sprechen, Arbeiten, sprechen. arbeiten. Arbeitet. Jetzt Arbeiten nicht. jetzt. А, есть nicht? Ага, а есть Jetzt nicht. Arbeitet. Окей, окей. В конце концов, мы с ней тоже начали обниматься, целоваться, в общем, чуть ли не Брататься, друзья. да? Хотя брататься, хотя ну, языковой барьер немножко был, но мы с ней друг друга поняли нормально. Она немножко по-немецки, мы немножко по-немецки. Хорошо. Да, она говорила на смеси немецкого и английского. Да. Друзья, все-таки давайте перейдем к нашей творческой студии. Вот я ее открываю у себя в телефоне. Вообще, конечно, если смотреть в компьютере, то там более подробная информация. Здесь, в принципе, почти все тоже доступно. Мы вам не хотим устраивать очень подробный урок. Мы просто покажем вам, сколько мы заработали за месяц октябрь. Вот, на центральной странице сразу видно, но это показатель за последние 28 дней, почему-то они здесь показывают. Поэтому нужно перейти на вкладку «Аналитика». И здесь на вкладку «Доход». И тогда мы увидим сейчас возможность, сейчас я перейду на все эти вкладки, и тогда мы увидим возможность здесь посмотреть чисто за октябрь. Вот смотрите, бац, сначала нам показывают наши видео, которые люди смотрели в октябре, и самое доходное видео в октябре принесло 324 евро нам, все остальные поменьше. И вот общая сумма 2316 евро. Друзья, это очень неожиданная сумма на самом деле. В прошлом месяце мы заработали 1823 евро, и мы удивились и считали, что это много. А теперь еще больше, Но нужно сказать, 2316. что мы начали делать видео в 2 раза больше. Мы начали делать не одно видео в неделю, а 2 видео в неделю. Поэтому, возможно, и возросли Да, просмотры. результат. Как мы ожидали, ну, как бы, что будет немножко больше денег. Но что будет столько денег, мы никак не ожидали. Вообще это удивительно. На самом деле мы раньше вели YouTube-канал в Украине, и там мы зарабатывали гораздо меньше, в разы. И мы поняли, что это зависит от аудитории, где расположена аудитория зрительская вашего канала. Раньше нас смотрели чисто Украина, Россия и немножко за граница. Разная за граница, по всему миру нас смотрели, но очень небольшой процент. А сейчас у нас больше всего основная аудитория находится в Германии. Сейчас я вам покажу, даже здесь есть такая аналитика, называется аудитория. Вот, можем перейти на эту вкладку. И здесь отображается возраст наших зрителей. Видите, большинство наших зрителей старше 35 лет и даже, может быть, 65. Основная аудитория 55-65 лет. Смотрите, мужчины смотрят нас всего лишь 35%, а женщины аж 65%. И вот по странам. Из Германии нас смотрят 34% зрителей. Это большинство получается, да? Да, это большинство. Из Украины нас смотрят 30%, почти 29%, в общем. И из России нас смотрят всего лишь 13%. Меньше всего. Я должен сказать, что российские просмотры сейчас вообще не монетизируются, поэтому, в принципе, эту статистику по России можно не учитывать. И получается, что сейчас мы получаем такие хорошие заработки чисто из-за того, что 33% большинство наших зрителей находится в Германии. Если мы посмотрим, сейчас я вам покажу еще по-другому. Например, зайдем на одно из наших видео, на какой-нибудь сюда, вот где находится эффективность видео. И здесь мы можем
перейти на вкладку «Доход» тоже. Вот, это подробности про конкретное видео. И здесь сразу видно, сколько видео получают за 1000 просмотров. Вот эти цифры, которые 4,79 отображаются здесь, так и написано: доход на 1000 просмотров. Именно от этой цифры зависит заработок. И он как раз меняется в зависимости от того, откуда просмотры. То есть, если люди смотрят из Германии, им показывается реклама. Здесь YouTube сам ставит рекламу, показывает ее. И здесь очень дорогая реклама получается в Германии, поэтому такая цена за 1000 просмотров. А в Украине, видимо, уже реклама не такая дорогая, поэтому цена за 1000 просмотров у нас бывала иногда даже 20 центов. 28 центов, да. Поэтому мы написали, что мы больше 500 евро не сможем зарабатывать. Да, Мы не и ожидали. когда мы делали расчет своих доходов для джоб-центра, мы предполагали, что у нас будет не больше 1 евро за 1000 просмотров. Это как бы средняя цена по миру, да, можно так сказать. И поэтому выходило, что мы должны были зарабатывать не больше, чем 500 евро. Но видите, как получается. Получается, что Германия очень богатая страна, и даже ютуберы здесь могут зарабатывать больше. И для тех, кто интересуется этой темой заработка на ютубе, мы можем порекомендовать еще посмотреть видео одного блогера, который сейчас живет в Португалии, и он живет в доме на колесах. Он купил себе такой автодом, ездит по побережью Португалии и снимает тоже видео. Его каналу всего лишь год, и он решил тоже показать статистику свою, сколько он зарабатывает. И вы можете понять как раз по нашему и по его видео, от чего это все зависит. Он там подробно излагает все моменты из аналитики. Мы не так показывает аналитику тоже. Не просто на словах, он показывает свою аналитику, какая она есть вот реально. Вот, и не врет. И у него, в принципе, 600 евро в месяц получается. Да, и у него сейчас получается меньше, чем у нас, потому что его зрители в основном в России, он сам русский, и в основном Россия, Украина и немножко только Германия, Соединенные Штаты и там другие страны. Но Германия ему платит 6 евро за 1000, а Да, нам 4. Да. Почему? Кстати, да, я удивился. Посмотрите, вот как можно жить в этом окне. Вот смотрите, окно выходит прямо в стену. Стена, причем это как в гробу в каком-то, жесть. Но в Европе это нормально, да. Утром просыпаешься, смотришь на другую стену. Туда хотя бы картину надо повесить с природы. Нарисовать что-то, да? Ну да, это удивительно. Но уж как есть, и люди на это не жалуются. В принципе, мы с вами еще попробуем сегодня посмотреть, сколько стоят квартиры тут, в этих таких вот старых домиках в Тюбингене. Поищем цены и, может быть, узнаем, станете ли вы когда-нибудь счастливыми обладателями такой квартиры, если захотите здесь жить. Leather jacket on in the snow. Always such a cool guy. New life, new clothes, but baby you're the same. I see it from afar. You haven't changed a bit. And you still make the same time. Пока мы шли и рассказывали, мы пришли на небольшую, но очень интересную площадь в этом городке, в Тюбингене. Посмотрите, как здесь очаровательно. Особенно мне нравится очаровательная веревка под окнами с бельем. Кстати, это редкость, когда белье висит и сушится на улице. В Германии Больше на это Италию. не принято, да. В Италии, говорят, это повсеместно, там везде на балконах, везде белье, а здесь... Вот это страна правил, и поэтому, в общем-то, мы, когда ходим здесь, забываем про то, что многие вещи здесь именно потому, что люди приняли эти правила. И многие правила очень полезные на самом деле. А тут, оказывается, течет речка небольшая. Вау, так идешь, а под домами речка течет. Не буду говорить банальные вещи, на Венецию это не похоже, но вообще неожиданно. Такая чистая вода. Главное, что не канализация.
Нет, никакого запаха Это неприятного канализация, нету. вон Да. труба, смотри. Это ливневка, труба ливневка. Я Это шучу. все воды, которые текут с гор. Но на самом деле я бы сказал, что вот это опасное соседство, учитывая то, что вот, например, прям буквально на днях было в Валенсии, в Испании, когда там затопило целый город. Ужасная картина была, я думаю, вы все знаете и видели. И, например, в той же Германии в прошлом году тоже небольшие речки выходили из берегов, то вот такое соседство, вот такой вот струмочек, скажем по-украински так, может иногда выйти из своих берегов и залить всю эту улицу, все эти дома позатапливать. Здесь продаются тыквы. Тыквы. А почем? Турбис. Да, по да. 2,80 килограмм. Касса им брифкастен. Вот здесь, наверное. А, Это... кидать в почтовый ящик. А, касса вот. Вот там касса, да. Сюда надо кидать. Ага. То есть ты покупаешь тыкву. То есть это поштучно. цена. Наверное, штука Ты стоит и 2. ложишь, допустим, 4 евро сюда и идешь с этой тыквой домой. Хорошо, что нам не нужны тыквы. Мы не будем их носить с собой. И вообще тут, ну не знаю. Вообще тут так интересно. В мелочах есть прелести, да? Смотрите, сидит такой себе задумчивый Будда. Возле воды. О чем-то мечтает. А на противоположной стороне Спайдермен или Человек-паук. Это уже современный герой. Тому 2500 лет, который маленький задумался, а этому 20 лет всего лишь, как придумали. Вот такие здесь герои. Глюк-пильц. Что это? Ну, пильц это гриб. Счастливые грибы? Ух ты! Хороший магазин со счастливыми грибами. Это, наверное, Это может быть Психоделики? счастье после грибов. Вот это вот, ну это шампиньоны, понятно. Вот это похоже на опята, вот это на сыроежку на нашу похоже. А вот это вот похоже на лисички, но я не пойму, ну как цветом на лисички, вообще какие-то странные они. а ты видишь, они по 100 грамм продаются. Это 1 евро 50, 2 евро 50 за 100 грамм. Это да, очень дорого. очень дорого. Это, скорее всего, какие-то особенные грибы, не просто для того, чтобы их пожарить. It is a very special mushroom. А у вас This is a specialty from Asia. This is cordyceps. This is глюк, ein bisschen, It is. It looks a little bit like spaghetti. But Но мы сегодня еще хотели вам рассказать, друзья, про то, почему наши друзья из Польши, для которых мы выясняли, можно ли переехать сюда, в Германию. В одном из видео мы ходили прямо в Ausländer Behörde узнавать для них информацию. Они передумали ехать из Польши в Германию. И сейчас расскажем, почему. Скажи сначала, Лада, почему они вообще хотели в Германию приехать? жизнь Германии имеет больше перспектив, чем жизнь Польши. Вот, и потому что Германия более привлекательная, более богатая страна, более защищенная, вот как бы человек Социальная, да? Социальная, да, то есть тут помощь, тут все. Но они люди работающие. Они в Польше не сидели ни дня на пособии, Выплатах, да. на выплатах. Они сразу нашли работу и довольно хорошую зарплату там получают. Платят там налоги, они как предприниматели там. Вот, и он, и жена. Они хотели это все поменять на Германию. Потому что здесь, в Германии, легче получить гражданство, оказывается, Да. чем в Польше. То есть срок, по крайней мере, короче. За 5 лет в Германии, если ты уже самостоятельно живешь, ты вполне можешь получить гражданство немецкое и уже быть как бы гражданином Евросоюза. На самом деле польское гражданство сложнее получить, оказывается. Нужно 10 лет ждать, да? Насколько я Да, там знаю. 10 лет, а здесь можно за 5 лет, за 6, может быть. Может даже за 3, если ты выучишь язык. Ты не будешь зависеть ни от каких соцслужб, то ты можешь получить здесь гражданство. Поэтому они хотели приехать сюда, но
Поразмыслив, они пришли к выводу, что это очень сложный шаг для них сейчас. Это просто нужно уйму вещей перетерпеть, учитывая весь этот переезд и кошмар с жильем в лагерях, потому что, как бы получается, другого выхода-то и нет. Нужно пройти через лагеря обязательно. Снимать квартиру сразу в Германии не получается, только в том случае, если у тебя есть какие-то родственники, которые тебя прямо к себе пропишут, потому что здесь важно зарегистрироваться прямо по какому-то адресу, и лишь после этого ты можешь получить вид на жительство. А если у тебя нет адреса, то ты должен поселиться в лагере. Представьте себе с маленьким ребенком приехать и жить несколько месяцев в лагере, пока тебе не откроют вид на жительство, и только тогда ты сможешь снять квартиру и уже как бы более-менее приемлемо жить. Приехав в Германию, они потеряют работу в Польше, и им здесь придется точно такую же работу искать. Поэтому до того времени, пока они найдут эту работу, им надо за что-то жить, платить за квартиру. Поэтому надо стоять какое-то время в джоб-центре. Ну да, пользоваться пособиями. Да. Просто здесь такая система, ее обойти очень сложно. Кстати, со школой вообще очень сложно. Там ребенок учится в украинской школе на украинском языке. А в Германии, то есть такого нету. Тут ты должен учиться на немецком языке. То есть у нас вот друзья здесь, которые имеют тоже детей, учатся. То есть мальчик ходит в немецкую школу, приходит домой, мама говорит: а что тебе там задавали, что ты... Я, говорит, не знаю, она на немецком говорила. Я не знаю. Я ничего не понимаю. Я ничего не знаю. То есть он учится онлайн в украинской школе. Вот так вот. Получается, ребенок, который здесь живет в Германии, он ходит на уроки в немецкую школу, там просиживает, практически ничего не понимая, вот как мы на курсах в первые дни, да? А потом приходит домой и онлайн учится еще в украинской школе для того, чтобы у него было украинское образование, на всякий случай. Я не знаю, так трудно быть сейчас ребенком, просто нужно в 2 школах учиться. Я бы не смог, учить наверное. языки. То есть в Польше они польский язык учат, но учатся они на украинском, на своем родном. Вот. В Германии такого нет. Здесь ребенок должен сразу знать как-то, я не знаю, немецкий язык, либо изучать параллельно. В общем, это сложно. Но самое главное, из-за чего, вот, что их немножко как бы остановило в этом порыве переехать в Германию, это налоги. То есть они получают сейчас хорошую зарплату в Польше и платят определенный налог. Когда они посчитали, сколько они будут платить в Германии налога, они просто немножко прозрели, да? прозрели. В Да. общем-то, они об этом и знали, но на самом деле, когда ты сравниваешь суммы, которые ты лишаешься после того, как твое брутто превращается в нетто, то ты думаешь, нет, наверное, лучше все-таки остаться в Польше. То есть в этом плане, мне кажется, люди, которые хотят, имеют профессию и хотят просто жить на свои деньги, вот, без пособия, зарабатывать, то для них Германия не такая уж и привлекательная получается. Да, да. То есть вот конкретный Особенно для тех, у случай. кого работа онлайн, то для них лучше страны, в которых маленький налог и меньше всяких правил и контроля со стороны государства. В общем, пока мы говорили, Виталик тихоря завел нас на гору. Я хотел, друзья, Я думаю, почему мне так тяжело? Я что-то говорю, думаю о том, что я говорю, и думаю, мне как-то сильно некомфортно. А мы забрались на вот такую вот гору, капец. друзья, мы зашли на гору, потому что здесь есть красивые здания, здесь есть замок на горе, и отсюда открывается потрясающий вид Ух ты! во все стороны. Это мы с Ладой зашли с задней стороны замка, не с центральной. Когда мы были в кафе, на самом деле мы были недалеко от центрального входа в замок. А сейчас мы зайдем таинственным ходом, так как заходили сюда обитатели этого замка когда-то в древние времена. Знаете, когда ты герцог и не хочешь, чтобы тебя видели люди на улице, Просили денег. да, просили денег, то у замка всегда есть черный вход для любовниц, например. Так вот, мы сейчас зайдем Каждый о своем. в замок через черный вход.
Любовницы, Лада, это такая же неотъемлемая часть истории и быта тех времен, как в принципе и сейчас. И любовницы очень сильно влияли на исторический ход, на королей, на события. Поэтому это нельзя сбрасывать со счетов. Представь себе, что ты любовница герцога, и сейчас ты прокрадываешься к нему в замок. Вот такими путями. Можно и представить. Это уже Это, более кстати, интересно. очень приятно представить. К слову о тайных проходах. Вот здесь есть калитка. Калитка со ступеньками вниз. Смотрите, как загадочно. Сейчас она закрыта, эта калитка. А вообще, я думаю, это как раз и есть те тайные ходы, которые использовались незаметно. Вот задняя стена замка. Как в фильмах показывают, через них как раз все самые важные дела и происходили. А сюда попадаешь прям в пещеру какую-то. Мы зашли на крепостную стену. Смотрите, какой балкон для романтических встреч. Но тут есть окошки в стене. Ну, это уже точно для любовниц. За вами могли наблюдать, да. Ну что, продолжим. Смотрите. А тут такой двор-колодец со всех 4 сторон здания. Круто. И когда-то мы с Ладой уже здесь были, заходили даже в музей. Вот здесь, за этими окнами, стоит куча статуй, которые являются копиями древних греческих, древних римских статуй всяких разных времен. Конечно, такие дворы-колодцы немножко давят. Вообще-то это как бы действующий университет, это один из корпусов университета, поэтому тут так много молодых людей ходит. И ты знаешь, здесь, в этом университете, даже сделали одно уникальное открытие, которое повлияло на весь ход истории, на медицину. Знаешь, какое открытие? Здесь выделили молекулу ДНК. Представляешь? Вот я бы никогда не связал эту деревню. Тюбинген выглядит как деревня, правильно? Такая себе. Вот сейчас мы сверху посмотрим. А здесь происходили величайшие научные открытия, очень много всяких открытий. Я знаю, даже когда был недавно, в 2021 году, или когда был коронавирус, вот, и здесь город был как экспериментальный, здесь делали экспресс-тесты, вот, и разрешали ходить и в магазины, допустим, ты делаешь экспресс-тест, идешь в магазин. То есть это было впервые тогда, да? Да, это было как тестировали. Вот так вот. Интересный город. Вот нам говорят, что да, вот эти немецкие городки все одинаковые, садитесь на стул и рассказывайте нам просто. Не надо ездить никуда. Но я считаю, даже если они одинаковые, то каждый городок все равно имеет свою какую-то изюминку. Да, И рассказывать просто сидя на диване, это как бы скучно. Скучно, конечно, да. Мы с Ладой поискали квартиры в Тюбингене. Открыли сайт Klein Anzeigen, и вот нам предлагается список квартир, которые сейчас здесь продаются. Давайте по очереди посмотрим. Я задавал в фильтре 1-3 комнаты. Сейчас нам предлагается здесь квартира, написано 2,5 комнаты. Я не понимаю, что это за классификация такая, потому что в Украине 2,5 комнаты никогда не встречалось. Видите, 75 квадратных метров квартира. Можно посмотреть фотки, какие здесь есть. И видно сразу, что это мансардный этаж, скошенные крыши, скошенные потолки. Значит, она еще и двухуровневая, эта квартира, видите? Там еще можно вверх подняться. Такие интересные окошки.
И находится эта квартира в старом городе. Видно, что вид из окна на старый город. Это парадная, это санузел. Так, давайте посмотрим, сколько она стоит. 300 тысяч евро она стоит. Так, давайте тогда посмотрим другую квартиру какую-то. 300 тысяч это не самая дешево. дешевая? Нет. А в принципе, да, из тех, которые здесь нашлись, дальше все дорогие. Действительно, следующая квартира у нас 326 тысяч. Но она маленькая. 42 квадратных метра всего лишь. В ней одна комната. Представьте, однокомнатная квартира стоит сколько? 326 500 евро. Вот фотографии этой комнаты. Это, наверное, парковка. Или она еще... это на стадии строительства даже. Новострой. Это новостройка, да. И она такая продолговатая. Ну это что-то бешеная какая-то цена. Я не понимаю, она просто, наверное, в очень хорошем месте находится. Дальше цена 635 тысяч. Но это уже трехэтажный дом, насколько я понимаю. Видите? Но нет. Это в трехэтажном доме квартира из 3 комнат стоит 635 тысяч. И всего 3 комнаты занимают 67 метров с половиной. То есть это не такая-то и большая для трехкомнатной квартиры площадь, потому что мы с Ладой когда-то жили в 2-комнатной квартире в Буче, которая была 73 метра. То есть какие-то маленькие комнатушки здесь. Давайте посмотрим на фотографии. Это тоже в строящемся доме, пока еще только, видите, все на стадии строительства. Ну и цены, бешеные цены в Тюбингене. Мне кажется, это дороже, чем в Штутгарте. И чем в Линдау, да. А здесь же нету ни Бодензе, ни... Там мы нашли за 150, за 160, да? Угу. И сейчас здесь 300. В 2 раза самая дешевая, в 2 раза дороже. Вот смотри, есть какая-то за 125. Все-таки, Все-таки, если полистать дальше, то можно найти. Так, что мы здесь видим? Тюбинген Крайс. 27 метров. Возможно, это не в центре, 27 квадратных метров, 125 тысяч, одна комната, что еще там, 1970 года постройка, старый, значит, фонд жилой, и вот есть 14 фотографий. Ну ничего, внутри так себе, свежо. Насколько я понимаю, это первый этаж. Первый этаж, совсем окна выходят на, наверное, это дом. На такую вот навес парковки без мебели квартира. Кухня с плиткой немножко. Пустая. Ну, 125 тысяч. Плохая, маленькая. Это... Почти такая, как мы живем, чуть больше 8 метров. Совершенно. Так, снова 295 тысяч, 305 тысяч, 590 тысяч, 245. Ну, давайте хотя бы 245 посмотрим, что здесь в ней есть. Это 2-комнатная квартира, 54 квадратных метра. Когда построена, в 2004 году построена, вот в этом доме. Видите, такой себе дом. Круглый. Так. И что мы видим? Только картинки извне. Извне. Балкончик. Вот внутри. Кухня. Стоит с мебелью. Но мне говорили, что если на фотографиях мебель, это еще не значит, что эта мебель останется при продаже. Это ванная комната, здесь душ со шторкой, плитка везде. Это гостиная, видимо. Здесь же 2 комнаты, да, получается. Старинная мебель какая-то стоит. Зеленый район. Ну, тоже неплохо. Коврики. Это какие-то коврики Совсем старинные. турецкие, наверное, да? Диванчики красные, балкон с видом на зелень. Довольно уютно. Смотрите, это, возможно, окраина города, непонятно, где это находится, но это в Тюбингене. Так что, в общем-то, цены, собственно говоря, не сильно отличаются от тех, которые в других городах. Везде в Германии 155. дороговато, да. Вот за 155 еще однокомнатная квартира продается. Опять 32 же, метра. нужно только точно понимать, что это действительно Тюбинген, а то может где-то пригород какой-то нам. Тюбинген написано. Штернплац, да? Угу. Окей, однокомнатная 32 метра. Давайте посмотрим фотографии.
Балкон вообще шикарный, большой, тут прям диван какой-то стоит на нем, зелень такая. Вот этот балкон. Это, наверное, смотри, первый этаж, наверное, квартира, да? Ну, первый, так первый. Ну, такая обычная квартира, ничего такого. Осталось только накопить 125 тысяч и все. Больше никаких проблем. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering. Yeah, I'm